Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай. И сегодня я буду пересаживать новые сансевьерии. Вы знаете, 1000 лет такого уже не было. В том плане, что привезли к нам на остров сансевьерии. Кто не знает, я живу на острове Гран-Канария в Испании. И наконец-то я был на работе, вы знаете, и случайно поехал в Садовый. Как-то сердце меня потянуло. Думаю, надо съездить. 1000 лет не был в этом Садовом. Кстати, хочу туда вернуться. Я был после работы, там уже было темно, я, так сказать, в полумраке искал что-то, поэтому хочу вернуться туда и поснимать вам видео в будущем. В общем, я приехал туда и нашел сансевьерии. Вы не представляете, моему счастью не было предела. Я купил 4 разных сорта. Они не какие-то фельдеперсовые, но для меня это просто какой-то клад. Я в год иногда покупаю 4 сорта, а тут я за раз мог купить 4 сорта. И сейчас я их буду пересаживать. Я их уже полностью промыл в корневую. Вам все покажу. В процессе буду немного рассказывать о процессе. Что я делаю, почему я так делаю, какие-то наблюдения вообще о жизни. 1000 лет я не появлялся, мне кажется, опять на ютубе. Весь в делах, да, такой деловая колбаса. И еще, кстати, друзья, хотел вас попросить, не то что попросить, а предложить всем сансеманам, все-таки это видео, я думаю, больше людей смотрят, которые любят сансы, подписаться на канал моей приятельницы Светланы. Светлана живет в Латвии, в Риге, у нее замечательный канал «Молодой». И она там рассказывает очень-очень много. Я не знаю, куда смотреть, сюда или сюда, сюда или сюда. Вот здесь, по-моему, камера. Она очень много рассказывает о сансевьериях. Она их регулярно заказывает, покупает. Очень много красоты, очень много красивых редких сортов. Название канала вы видите на экране. И также я вам оставлю в описании к моему видео ссылку на ее канал. Заходите, подписывайтесь, уверен, будет интересно. Потому что она делится своим опытом, делает распаковки, показывает свою коллекцию. Мне лично нравится. Я совершенно случайно узнал, что она ведет канал, потому что мы были подписаны друг на друга в Инстаграме. Я подписался и теперь тоже регулярно его смотрю. И всем вам рекомендую. Так что подписывайтесь на Светлану и начнем. Так, первую сансевьерию, которую я буду пересаживать, это вот такая, у меня их много. Вы можете видеть ее сейчас на своем экране, данную сансевьерию. Это сансевьерия, кстати, не все названия я знаю, но это сансевьерия медуза. Кстати, мне подсказала ее название моя подруга Анна с канала Кладовая Солнце, тоже большая любительница сансевьерий. Тоже заходите на ее канал, тоже оставлю ссылку в описании. Кладовая Солнце. У нее канал уже постарше, и она очень часто и активно показывает сансевьерии. У нее их очень-очень много, тоже очень богатый канал в плане роскошных сортов. В общем, всю медузу я мою промыл, друзья. Получилось у меня 5 таких небольших розеток. Да, очень приятный у нее такой цвет, серебристо-желто-зеленый. Очень здоровская, на мой взгляд. Посмотрите, такая черемша прям, кто на Кавказе. Я родом с Северного Кавказа, а у нас там, я помню, по весне мы собирали черемшу. Очень вкусно. Вот прям черемша, вы знаете, целый пучок черемши. Я сейчас буду ей выбирать горшок. Даже не знаю, я выберу вот такой горшок. Кстати, тоже удача мне улыбнулась и купил горшочки. Видите, много отверстий всегда делаю. Дренаж, не дренаж, а поддон. И он вот так крепится. В общем, тут своя система, надо посмотреть. Я его сразу прикреплю, вы знаете, вот так. Хоп, все, прикрепился. Видите, очень даже удобно и смотрится стильно, и при этом он небольшой. Поэтому я буду засыпать грунт. Грунт я использую для суккулентов и кактусов. Тоже покажу вам на экране. Меня сейчас спрашивают: Николай, какой грунт вы используете? Особо смысла нет говорить название, так как марка эта испанская, продается она здесь, так сказать, по факту, по месту. Хотя кто живет в Испании, можете поискать ее. Очень хороший грунт. Но в любом случае, всем рекомендую брать грунт для кактусов и суккулентов. И я добавляю потом еще щедро перлит. Много я экспериментов разных проводил и делал его более таким сухим грунт, да, таким менее питательным для растений. Наверное, я сниму очки, потому что, мне кажется, они вам очень сильно мешают смотреть. У меня постоянно вот так. Лучше я буду так чуть-чуть. Я не настолько слеп, слава богу, пока, по крайней мере. Так что я, в принципе, все вижу вблизи. Просто я вижу, сильно отражаются мои глаза, эти очки. В общем, я засыпаю грунт, беру мои розеточки. При желании их можно было разделить, да, но я решил в плане разделить, посадить несколько горшков. Но мне смысла в этом нет. Я их хочу просто всех вместе красиво объединить. Так как они были в маленьком горшочке до этого, они были все так скомканы, прижаты, я всегда, друзья, промываю грунт. Кстати, мне тоже не так давно писала девушка одна, говорит, что зачем вы это делаете, промываете грунт, растения нужно пересаживать путем перевалки. Но, вы знаете, если это мои домашние растения, которые сидят в моем домашнем уже, на мой взгляд, хорошем грунте, тогда я могу их пересадить. И практически всегда я пересаживаю путем перевалки, да, там чуть-чуть, может быть, стряхну какого-то старого грунта, если мне он
кажется уже совсем не питательным. Но в целом пересаживаю путем перевалки. Но новые растения я всегда промываю. И я рекомендую делать это и вам, потому что, во-первых, растения идут практически всегда в кокосовой турбе. Да? Почему это делается? Не потому, что это какой-то шикарный для растений грунт со всеми там полезными свойствами и всем прочим. Нет, это в первую очередь делается из-за, так сказать, коммерческой выгодности. Данный грунт, да, если можно назвать его в принципе грунтом, кокосовое волокно это, он очень легкий. Соответственно, когда партия там тонны этих растений грузятся, да, сотни этих горшков, конечно, легче использовать грунт, который совсем легенький, да. И после этого они уже его хорошо еще проливают, этот грунт, потому что, опять-таки, кокосовое волокно, оно имеет такую особенность, оно очень хорошо впитывает воду в себя. Соответственно, растения дольше можно не поливать. Я не говорю конкретно о сансевиериях, вообще даже ароидные растения, да, дольше оно может выжить. И вероятность того, что оно доедет в страну назначения, а шлют в основном, например, из Голландии, вероятность того, что оно доедет живым, выше, чем если бы посадили в какой-то, я не знаю, там, какой-нибудь отменный грунт для ароидных, который просыхает за один день, да, который им на самом деле лучше подходит значительно для их корней, так как они не любят влагу сильно, да, не любят, чтобы их корни застаивались в воде и все прочее. Поэтому такой грунт используют. Плюс, что еще? Этот грунт абсолютно не питательный, в нем нет никакого питания, поэтому производители добавляют в него сразу вот этот осмокот, да, удобрение длительного действия, которое постепенно тоже уходит. Обычно к моменту продажи там уже особо никакого питания нет у этих растений, которые росли в этих горшочках. Поэтому смысла держать его в кокосовом волокне нет никакого. И плюс еще, друзья, посмотрите сейчас на фотографию, вот все эти сансевиерии, которые пришли, у них на всех на корнях был мучнистый червец. Разное количество, у кого-то было больше, у кого-то было меньше, но все они были с корневым червецом. Соответственно, мне пришлось полностью все промывать, обрабатывать. Я использовал для этого для корневой слегка разведенный спирт. Да, все это обрабатывал, все это просушивал. Опять-таки, после промывки корневой я даю несколько часов растениям постоять, чтобы полностью розетки просохли. Именно о сансевиериях я уже говорю, да, розетки просохли, особенно сансевиерии трифасиаты, которые растут такой более плотной розеточкой, да, такой как вот так. А там, если вода остается и не просыхает, плюс только пересадили, растение еще слабое, да, если еще плохая циркуляция воздуха, то эта вода, она может привести к гибели центра розетки. А если центр розетки погибает, то мы уже дальнейшего роста растения не получим. Нужно будет только ждать детку. Поэтому всегда, когда промываем, оставляем на какое-то время наше растение спокойно, вниз головой, так сказать, наговорю, вниз головой я их ставлю. Вот этих малышей я тоже так поставил, их перевернул, чтобы все из розеточки вытекло. Так вот, да, опять-таки, путем перевалки здесь не пересадишь. Плюс еще, когда путь перевалки из кокоса в нормальный грунт, у них разная, так сказать, текстура и консистенция. Например, этот грунт, он тоже хорошо пропускает воду, но в то же время он и пожирнее. Пожирнее, когда я говорю грунт, то есть в нем есть питательные вещества, да, то есть он такой более питательный, не кокосовая турба. Плюс еще какая проблема с этой кокосовой турбой, когда вы пересаживаете путем перевалки нормальный грунт из кокосового волокна. Это кокосовое волокно, если вы не доглядели, очень сильно пересохло, то оно становится, даже не знаю, какое-то слово такое существует, длинное. В общем, отказывается оно впитывать влагу. Гидро или что-то там, недееспособным оно становится, его нужно прям замачивать, то есть прям плотно замачивать. Но если у вас там получается полгоршка нормальный грунт, который очень хорошо впитывает влагу, и полгоршка вот этого волокна, и вы полили, то весь грунт, который окружает этот ком из волокна, он впитает в себя воду, и кокосовый ком, этот с корнями, набитый корнями, он останется сухим. И это тоже может стать причиной гибели растения. То есть, потому что оно будет все ссыхаться. Мы будем поливать, думать, что мы хорошо пролили, но ком этот будет, так сказать, удушать наши корни. Поэтому я все растения промываю, какие бы это ни были. Иногда, конечно, есть какие-то очень нежные, ароидные, там есть такие, что корни повредишь, он начинает помирать. Там надо прям очень так фактически скальпелем работать. Смотрите, за разговором я пересадил мою первую малышку. На мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Так, все, розетки мы сильно не заглубляем, центр розетки вообще нельзя заглублять. Да? И в целом розеточки не надо заглублять так, чтобы там половина листьев, например, была под землей. Это плохо, потому что, опять-таки, они могут начинать загнивать, начнут отваливаться, да, и портиться. Поэтому желательно розеточки оставлять на воздухе. Если розетка слабо стоит, шатко стоит, то, конечно,
можно поставить какую-то опору. Не нужно ее запихнуть наполовину в горшок, да, типа, чтобы не падало. Просто подставить опору, когда корневая разрастется. Со временем вы эту опору убираете, и все будет у вас чики-пуки, так сказать. Смотрите, первая красота готова. Это сансевьерия. Кстати, я, по-моему, не назвал ее название даже. Так разговорился. Так отвык от канала уже. Захотелось поговорить. Это сансевьерия медуза, называется сорт. Но в любом случае я только две знаю, а вот остальные не знаю, кто это за сансевьерий. Поэтому кто-то пришел к соседям. Так, вот медуза готова. Мы сейчас будем брать с вами следующий горшок. Опять-таки такой же горшок. А нет, наверное, сейчас мы возьмем горшок покрупнее. Господа мои хорошие, покрупнее горшок, потому что растения я буду брать... Или нет? Нет, я думаю, тут не так много. Нет, не так много корней. Но вот этот сорт я не знаю. Кстати, друзья, может, кто подскажет. Вы можете его видеть вблизи у себя там тоже на камеру. Вот я вам покажу его также в кадре. Вот такой сорт. Чем-то он похож на сансевьерию мота. Но у меня есть мота, и мота растет иначе. В том плане, что крупнее листья, и цвет у нее более серебряный. А это что-то какой-то микс голландский, да, они же сейчас тоже стараются за азиатами гнаться и постоянно что-то миксуют, что-то переделывают. Смотрите, потому что по росту очень похоже на парву, на такой ножке, детка. То есть что-то между парвой и мота. Парвомота какая-то. Так, вот один кончик чуть надломился, видимо, когда я его держал вниз головой, ничего страшного. Я решил его сажать, этот кустик. В общем, он у меня без названия, друзья, кто знает. Если у вас есть такая санса, вы покупали ее, может быть, в какой-то голландской закупке для себя, то будьте добры, напишите. Я ее не стал делить. Тут видно, что корневища фактически нет. Посмотрите, видите? Именно вот столона. То есть чисто вот срезали и пошло уже, так сказать, какого-то кусочка маленького пошло наращиваться. Все это потомство, вся эта зеленая масса. Сансевьерий всего 4. Поэтому сейчас мы посадим эту. Грунт, я говорю, питательный. Я их перестал голодом морить, потому что понял. Хотя здесь есть лава. Небольшое количество прям, потому что она уже изначально была замешана, но ее прям немного. Знаете, она чувствуется иногда ложка, когда стучу, я попадаю на нее. Но это не такая лава, как я в свое время прям разошелся. Чуть ли думал, буду лавовым бароном. Буду поставлять лаву всем. Я ее добавлял очень много. То есть прям, наверное, процентов 20 как минимум, а то и больше я добавлял лавы. И абсолютно сансевьерии не оценили. Были проблемы с ростом, были на удивление, да, то, что через лаву проходила влага стремительно, просто наливаешь, вышло все. Были проблемы с заливом, портились листья, да, вот именно портились, когда начинали желтеть, появлялись какие-то пятна. Лаву начинали ссыхаться розетки, тоже сушиваться. Лаву убрал, начал кормить пожирнее, получше, понаваристее, да, так сказать, бульончиком сделал. И все эти проблемы ушли, даже самые задохлики начали распрямляться. И я понял, что для меня я не использую больше никакие грунты. При том, что у меня есть пакет лечуза, я его в свое время покупал, но как-то я к ней не нашел приспособления, хотя знаю, что очень многие выращивают сансевьерии именно в лечузе. Да, очень многие любят и хорошо растут у них, но опять-таки, как мы с моей подругой, с этой Анной обсуждали, что в лечузе они растут послабее. Не хватает им все-таки. Может, конечно, если человек знает, да, как там ее удобряет правильно, там добавляет всегда удобрения, все, что нужно делает, тогда да. Но фактически лечуза там абсолютно нет никакого питания. И сансевьерии в ней зачастую хорошо наращивают корни, но вот розетки, например, те же хани, еще что-то. Хани вообще можно в обычный грунт сажать, сансевьерии и хани, какой у вас есть там, да, огородная земля практически. И вполне будет неплохо, да, и в принципе все сансевьерии трифасиаты, они неплохо растут, просто в таком хорошем черноземе, можно так сказать. Жесткие сорта, конечно, им можно подбирать грунт по суше, так как их происхождение в основном это какие-то страны, там Ангола, да, африканские страны. И там, конечно, не сильно так разгонишься на питании, на поливе, еще на чем-то. Поэтому они могут расти хорошо и в более сухом, таком менее питательном грунте. Но в целом вот я подобрал для себя этот замес, так сказать, достаточно много перлита. Достаточно, кстати, когда работаем с перлитом, друзья, не забывайте всегда надевать маску. Когда вы уже работаете так, он уже, так сказать, осел. Но когда вы только начинаете высыпать, еще что-то, не пренебрегайте этим моментом. Очень вредный перлит для здоровья. Если его вдыхать, да, так как он оседает потом в легких, везде оседает у вас внутри. И чтобы не болеть, цветочки того не стоят. Да, поэтому лучше надеть масочку, желательно еще так на расстоянии. Можно вообще этот перлит увлажнить слегка, прям в пакет слегка так побрызгать вовнутрь, чтобы пыль осела.
И потом уже, когда замешиваете с грунтом, грунт, конечно, особенно если грунт не сухой, вот как у меня, что он не абсолютно суховей такой, да, свежий пакет грунта, он слегка влажный. Так, вот эту красотку тоже я посадил. Еще пару, не знаю, еще дать ложек. Не хочу детку сильно заглублять, заэтовать, затрамбовывать, утрамбовывать. Все. Так. Поливать я сразу не буду. Всегда тоже повторяюсь, одно и то же, одно и то же. Но люди могут смотреть первый раз мой канал, да, и не знаете. Поливаю я растения через день-два. Вот как минимум завтра ближе к вечеру, либо вообще послезавтра с утра я их полью, так как во время отделения старого грунта корни были повреждены. И, кстати, это правило действует для большинства растений, для большинства ароидных, потому что ароидные тоже они неплохо переносят просушку, да. Я сразу не поливаю их. То есть денечки даю постоять, что ранки, которые там сломленный корень, да, все равно же может какая-то начаться гниль, инфекция, еще что-то. Я поэтому всегда слегка просушиваю. Денечек даю постоять. Грунт сам по себе опять-таки не сухой. Если очень сухой грунт, его даже можно перед посадкой слегка спрыснуть водой, да, из пульверизатора, чтобы он был слегка влажненький, чтобы растение, то есть не было сильного стресса. Какая-то влага все равно будет присутствовать, но это не будет влага именно прям как после какого-то хорошего полива. Очень симпатичная розеточка. Тоже такая простенькая, зеленая. Очень хочется каких-нибудь классных азиатов. Ну, я имею в виду сансеверии, не азиатов в целом, а именно вот азиатских из Таиланда, из Индонезии. Есть очень красивые сорта, их очень много разных, но пока, увы и ах, не получается мне к ним попасть, не им ко мне. Поэтому вот так. Ладно, готова еще одна розетка, друзья. Еще одна санса. Это без названия, пишите, кто знает. С удовольствием воспользуюсь вашим названием. Всегда, когда мне пишут, вы знаете, я отвечаю. Я такой человек, что мне несложно ответить. Не быстро, не прямо обычно я отвечаю, что прям написали, я тут сижу такой. Но захожу регулярно, потому что видео выходят редко сейчас, но захожу регулярно, чтобы вас там поддержать советом каким-нибудь или еще что-нибудь. Тоже можно убрать. Следующая сансочка. Тоже название напишу. Название, кстати, мне подсказала Светлана, да, о которой мы говорили в начале видео, моя приятельница. Замечательная девушка. Вот такой малыш. Я пишу название, он не помню его название, я не буду обманывать. Надо его подписать. Ну, на экране я вам напишу. Там Гримзли или Гримли какой-то. В общем, он бывает еще, кстати, варьегатным, этот красавец жирненький. Тоже такая цилиндрическая сансеверия. Посмотрите, какая она. Такая прям дракон такой, да, полетел. Забавный. Вот его я, наверное, посажу в такой горшок. Нет, это прям ведро, ну куда? Нет. Благо есть 4 горшка небольших. Вот в такой я его посажу, и детку он пусть свою тащит как раз таки отсюда. Да, потому что детка как раз у него... Нет, это перебор будет, это перебор. Так не надо. Конечно, надо давать растениям место для роста. Не нужно их тоже сажать в микроскопические горшочки, хотя там сансеверии, в принципе, любят тесноту. Но сансеверии, они в то же время такие растения, которые растут, куда попало свое потомство, растят. То есть она растет прямо, мать, потом детка пошла под землей, пошла там. Кто сажает в пластиковые там прозрачные стаканчики, не даст соврать, у них там зачастую из этих стаканчиков вот здесь мама, вот здесь такая пошла, оп, детка из бока торчит. Да, потом ее отделяют или еще что-то. Конечно, если горшок жесткий, как у меня, то им уже селяви, никуда не деться, им приходится ходить там, блуждать под землей, пока они не найдут выход, да, из этого грунта, из этой сложившейся ситуации. Хотя иногда и у меня горшки так сильно распирают, что я просто вынужден доставать растения и смотреть, что же у них там так их распирает. И всегда это детка. Когда столон новые растят, они тянут, и вот эта детка, она начинает давить очень сильно. Да, поэтому... насчет размера горшочка. То есть горшочек небольшой, но в то же время, чтобы было место для роста, особенно в сансеверии цилиндрические, они очень активные, и же скалистые сансеверии, типа самураев, да, там крылья дракона, они растят очень мощную корневую. Если трифасиаты, они тоже растят хорошую корневую, но она такая понежнее. Они сами по себе понежнее, трифасиаты. Типа Лауренти, да, там, кто еще у нас? Да, миллионов. Moonshine, Black Diamond и все прочее. Да, Уэнди, Уитни, да, и все прочие сансочки. У них такие послабее корешки, легко отрываются, а вот эти, когда я их пересаживаю, у них такие камы корней. Я недавно пересаживал сансеверию, вылетело из головы опять, Starfish. Это тоже одна из сансеверий таких жестко цилиндрических.
Так вот там такой ком был корней, просто я ее опять-таки уже пересадил, так как это мое домашнее растение, пересадил ее путем перевалки и просто добавил свежего грунта. Но там прям корни были, знаете, маешь вещь, прям любо-дорого посмотреть. В этой тоже корни изначально были, но она была хуже всех. Я ее, кстати, не сфотографировал корневую, чтобы вам показать. Там было все белое, белым-бело. Просто я такой сначала даже не понял. Иногда можно спутать червеца корневого, да, вот этого, который в грунте живет, спутать его с перлитом, потому что он тоже такой беленький, маленький, особенно когда перлит же он там разбухает, он легко лопается, да, даже теми же корнями, может остаться такая пыль беленькая, но когда я вижу, что это чисто кокос коричневый, и в нем вот такие просто фрагменты, знаете, колонии этого червеца, вот этой малышки они были, я такой прям думаю, боже мой, вот так бы я ее сейчас пересадил путем перевалки, или просто бы оставил в коллекции расти между других моих растений, пусть себе типа, да, червец гуляет и заражает. Вывести его можно, опять-таки, либо вот так хорошо промыть корневую, но желательно после этого пройти несколько раз именно под корень актары. Актарой пролить, актара его хорошо убивает, этого червеца корневого, ну и любого. Хотя он такой тоже, он же адаптируется, он же тоже жить хочет. Это для нас он враг, червец, а для него он просто загляденье, да, такой милый пушистый червец. Мне как-то присылали фотографию Филиппа Киркорова в костюме, каких-то перьях, и там парень без очков смотрит, видит Киркорова в перьях, потом надевает очки, и там такой куст весь в червеце. Очень забавное фото, если я вам... Хотя, нет, меня могут какой-нибудь за плагиат, за использование изображения, не буду вставлять, но вы можете поискать Киркоров и червец, это было очень смешно, знаете, образ Киркорова, так колония червеца. Очень было забавно, поэтому да. Он тоже пытается выжить, конечно, приспосабливается, но если протравить и промыть корневую, то от него можно избавиться. Такой тихий убийца. Да? Если, кстати, зачастую, если вы видите, что растение в целом нормальное, все вы делаете хорошо, но оно почему-то все равно продолжает болеть, зачастую стоит проверить корневую, что с ней не так. Может быть, вы залили, да, и там корней уже не осталось. Такое часто бывает, кстати, у пеперомий, например. Они очень такие... Стоят такие пышненькие, ничего с ними не делается, такие прям красивые, жирненькие. И резко потом начинают помирать. Когда ты уже даешь себе отчет в этом, ты достаешь, там просто нет корней. Потому что полив у пеперомий, он, особенно у пеперомий сморщенных, очень такие они, знаете, напряженные цветочки. У меня сократилась прилично коллекция в целом. По растениям, их очень много у меня, но я именно убираю растения, от которых я устал. Я даже думал сделать видео, пишите, друзья, комментарии, если вам интересно, список растений, в которых я разочаровался. А не потому, что они плохие, а потому, что я не смог с ними подружиться, или мои природные условия не дают им просто возможности здесь нормально развиваться. Вот сансеверии я люблю, несмотря на их клеща, на все прочее, я их люблю, я за них сражаюсь как лев, потому что они благодарные растения. Они благодарны, да, у них бывает эта проблема клеща, но они будут жить до последнего, будут выживать до последнего, ну, хани исключения, те быстро помирают от клеща, но остальные будут жить до последнего, там пытаться расти как-то, даже выживать, если вы их полечите, то они потом просто воспрянут и начнут давать новый рост и будут радовать вас. За это я их люблю. А есть такие растения, которые хоть в глаза им что-то делай, и все равно бесполезно. Они вот если разболелись, то они будут болеть, и они вот уже все. Они никогда не придут в нормальное состояние. Поэтому, если интересно, пишите. Я могу вам сделать видео растения, в которых я разочаровался. В которые я был влюблен и разочаровался. У меня, вы знаете, я так посчитал, думаю, боже мой, огромный список на самом деле получается. Ну, такова жизнь. Таковы мои природные условия здесь, на этом острове. Опять я смотрю в окно, опять у нас идет эта калима, пыльная буря. Опять она принесет с собой целую тонну трипса. Плюс еще ветрила задувает. Опять будет трипс, опять она будет все травить, ходить здесь, под лупой разглядывать. Подзадолбал он, конечно, это трипс и калима вместе с ним. Калима это пыльная буря такая. Все, я думаю, нашего Грамси-Памзи, мистер Грамдли, мы его пересадили. Детку я ему даже оставил, не заглубил до конца. Самого его уплотнил. Не нужно, опять-таки, всегда говорю, не нужно утрамбовывать грунт прямо, знаете, чтобы он стал как бетон. Потому что между корней должны быть все равно некоторые пазухи, некоторое количество воздуха должно поступать к корням, да? Должен быть грунт живой, должен дышать. Поэтому, опять-таки, я добавляю много перлит, потому что он легкий, создает эти воздушные пазухи. И если мы чуть подзалили растение, перлит он в себя
хорошо впитывает излишки влаги. Потом постепенно растение себе забирает. Вот смотрите, какая красота. Роскошество. Смотрите, какое. Простота в красоте. Красота в простоте. Да, вот такой минимализм в деталях. Очень красивый. Приятный сорт. Так, третий малыш. И кто мне еще остался? И вот тут еще, друзья, тоже неопознанный объект. Не летающий, правда. Хотя летающий тоже может быть, если захотеть. Такая башенка. Многие скажут, что это Tough Lady. Я тоже так подумал. Но, вы знаете, я видел Tough Lady такого же размера, я вам вставлю фотографии, и она растет совершенно иначе. Здесь вы видите размер листиков, он практически одинаковый. Снизу вверх оно идет прям практически такой формы, да, то есть такая маленькая башенка, как я сказал уже. У Tough Lady растут листья с самого начала, даже в таких горшочках такого же размера, в каком шел этот, они растут сразу вот так, то есть как более размашисто. То есть это, мне кажется, опять какой-то микс, да, потому что у азиатов есть похожие сансы, там всякие башни и прочее. Вот что-то они опять намудрили. Голландцы, спасибо им, конечно, за это. Но, в общем, такую башенку я тоже приобрел. Куда же без нее? Тоже мы ее посадим в такой горшочек. Да? Он кажется больше, потому что здесь поддон еще приделан. То есть сам горшок, он меньше. Ну и плюс эти сансы, они хорошо растят корни. Им будет нормально. Я уже проверил на своем опыте, что даже чуть-чуть побольше им дашь места, они такие начинают: вместо двушки я переехал в трешку и давай растите потомство, корни, но опять-таки не стоит сажать в сильно большие горшки, особенно если вы любите заливать растения. Если вы щедры на полив, да, потому что корневая просто может не справиться. Особенно если корневая изначально небольшая, а грунта достаточно. Полив должен быть крайне умеренный, друзья. Так, смотрите, практически я его засыпал. Этого малыша, в общем, в будущем я вас отвезу в этот садовый. Мы там, кстати, были с вами 1000 лет назад, практически, чуть ли не, наверное, одно из 5 первых видео на моем канале. Прогулка по садовому центру, оно было достаточно успешным. А, к сожалению, мне не разрешили поставить на него монетизацию в свое время, потому что я использовал, еще тогда был совсем юный блогер, и поставил 5 секунд, когда там я так записывал дорогу, как я еду на машинке туда в садовый, знаете, такая музычка была, Samsung, и кто-то приложил на нее авторские права. Ну, я так понимаю, Samsung тот же самый, да, и все, и мне видео не позволили монетизировать, у него были очень высокие просмотры. В этот раз я не буду использовать музыку, будет только мой голос, мой бархатный баритон будет звучать за кадром, и все. И мы с вами погуляем по этому садовому, может даже сделаю 2 части, потому что он огромный. Правда, там одна часть такая захолустья прям, они туда выносят все, что уже у них стояло долго и никто не купил, и прям там печально, но хотя я там недавно купил себе шикарное алоэ. Кстати, удивился, вы знаете, у меня на алоэ я обнаружил трипсы. Потому скажи, не поверишь. Смотрю, что-то одна розетка, у меня же маленькая коллекция алоэ тоже есть. Смотрю, одна розетка такая посветлее как-то в центре. Я подхожу, думаю, что-то так странно ты растешь. И вижу там трипс, алоэ даже ест трипс. Вот у нас его настолько много трипса, ему настолько голодно, бедолашки, холодно или жарко, что он даже ест алоэ, друзья. Я бы сроду не подумал, что вообще кто-то будет есть алоэ. Они же горькие до жути. Да? И вот, нет, все равно трипс ест алоэ. Пришлось их все травить, всю коллекцию. Потому что 10-11 у меня. Пришлось все протравливать. Конечно, когда протравишь, оно долго потом стоит, не трогает. Но все равно, знаете, такой глазик дергается уже. Теперь знаешь, что на него могут сесть. Вот единственный, на ком у меня никогда не было трипса, это аглоанемы. И поэтому я в них такой влюбленный. Поэтому это единственные ароидные, которые я сейчас еще покупаю. Потому что остальные ароидные, больше не хочу. Я как вспомню, как я протравливал чуть ли не каждую неделю филодендрум бразильский. А еще вы знаете, когда растение начинает ослабевать, я думаю, вы тоже многие цветоводы замечали, вот вредитель на него садится в первую очередь. Стоит 5 растений, если одно такое задохленькое, такое, еле живое, его начнут жрать первым вредитель. Потому что иммунная система слабая у растения становится, система защиты, да, у них тоже своя система есть, они же тоже должны как-то выживать в этом мире, где их все хотят съесть. То есть, я так понимаю, они не могут так хорошо отпугивать от себя вредителей, и вредители этим пользуются. И вот когда они начали есть мой бразил, это уже было бесполезно. Я травил его каждую неделю, они его все равно ели, и потом я его отдал, потому что я сказал, что я не хочу на это смотреть. Мои нервы мне дороже, я не могу так страдать, постоянно ходить в респираторе, да, с этими отравами. Поэтому все. Все, закончилось мое страдание с бразилом.
Все, мне кажется, тоже и сансеверии моей закончилось все. Красиво, еще чуть-чуть. Всегда, когда заканчиваешь, хочется еще вот так капельку еще. Хотя иногда стоит себя останавливать. Но я не могу себя остановить. За руку меня некому отдернуть. Поэтому я еще положу полложеньки. Все. Вот так. Так будет красиво. Все, друзья. Я закончил мою пересадку. В принципе, все растения вы уже посмотрели. Могу еще раз показать. Кто еще смотрит. Всех уже, как у меня, кто получился. Вот. Это малышка безымянная. Такая, назовем ее голландский тауэр. Да. Это, я еще раз повторюсь, не Tough Lady. Как-то какое-то у нее еще есть название. Тоже в СНГ используют Габриэла, по-моему. Это не Габриэла. Это какая-то укороченная Габриэла. Вот этот малыш. Жиробясик такой с деткой. Очень ему рад. Вот это. Это медуза. Очень красивая медуза. Всем рекомендую. Прям медуза восторг. Вот из всех 4 все нравятся, но медуза, она прям вошла в мое сердце. Шикарно. И вот это еще красота. Что-то между парва и мота. Парва-мота безымянная. Тоже, кто знает, друзья, напишите. Буду вам признателен всей души. Все, дорогие мои. Мы с вами провели сегодня неплохую пересадку, на мой взгляд. Может быть, даже что-то полезное кто-то для себя усвоил. Подписывайтесь на канал Светланы. Подписывайтесь на канал Анны. Мои чудесные подруги, приятельницы, подруги. Да, можно сказать, все подруги, потому что все сансиманы мы друзья. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк и пишите комментарий. И, кстати, пишите, интересно ли вам видео узнать о моей боли и печали, в каких растениях я разочаровался. С вами был Николай. До новых встреч. Пока-пока.